Всем привет! Сегодня у нас такая гаражная тема, это подготовка дисков к лету. Сегодня посмотрим, как можно дешево и сердито покрасить диски очень хорошим вариантом. У нас первый вариант покраски есть такого плана, краска акриловая, обычная в баллоне. И есть вариант, будем говорить так, на 100 гривен дороже, но получить более красивый эффект. На дисках. Поэтому сейчас приступим. Из чего нам понадобится для покраски? Естественно, это смывка старой краски, если она есть на дисках, растворитель 646, 647, грунтовка для дисков, краска. Вот с краской у нас есть два варианта. Первый это у нас акриловая краска обычная. И есть краска металлик. Разница в них, будем говорить так, 50 гривен. Но результат, я думаю, вы уже увидели. Сейчас данный диск это у нас с акрилом покрашен. А второй диск покрашен металликом. Но здесь есть еще секретный ингредиент, будем говорить так, который недорогой и продается в каждом магазине. Поэтому сложности купить его не будет. Об этом секретном ингредиенте уже узнаем чуть позже. Сейчас у нас уже готовы диски для покраски, уже полностью подготовлена, то есть полка отполирована, снята вся старая краска, поэтому не будем мучить вас долгими процессами снятия краски с диска и подготовки его под покраску. Берем малярную ленту, оклеиваем и красим. Оклеиваем диск маляркой. Единственное, что после того, как обклеили диск, проверяем, пересматриваем, есть ли какие-то просветы, где нет малярки. Лучше 100 раз проверить, потом уже начинать покраску, потому что можно где-то в какой-то момент и пропустить. Обклеили, проверяем еще раз, нет ли открытого места не обклеенного. И проходим сейчас покрасочное место уже растворителем, обезжириваем, убираем всю грязь. Наносим грунт. После того, как нанесли первый слой грунта, переворачиваем баллон и выдуваем краску с баллона, чтобы не засохла краска в распылителе и можно было пользоваться баллоном через любое время, которое нам понадобится. Грунтовка высохла, теперь берем краску металлик в баллонах и секретный ингредиент, это обычные блестки, продаются в любом магазине канцтоваров, недорогие, там порядка 15 гривен за баночку. И наносим сразу же на мокрую краску. То есть как только нанесли краску на диск и немного потихоньку насыпаем блески. Единственное, что по цвету, конечно, уже каждый выбирает под себя, какие есть там и красные, и фиолетовые, то есть абсолютно разного цвета, как и краска металлик. Если же пробовать такие блески с акрилом, то эффект, конечно, будет не такой. И после этого всего еще наносим и лак. Но сейчас в процессе всего увидите результат, какой будет в итоге. Одна из самых главных ошибок, то что начал красить с поверхности диска, с поверхности центра. Надо было начинать с внутренней части спиц, тогда бы не было слишком большого слоя краски на самом центре диска. Поэтому если у вас что-то похожее из дисков, имейте в виду, что лучше начинать именно с середины, с внутренней части, покрасить ее, а после чего уже переходить на основную лицевую часть, чтобы не было переходов по слоям, где-то будет больше слой, где-то будет меньше. Ну, в итоге это, в принципе, можно будет выровнять, но лучше сделать более правильно. Наносим, единственное, нанесение стараемся делать не кучно, а чтобы было равномерно по всему диску. Поэтому можно сначала нанести немного на мокрую, на свежую краску, подождать, подсохнет. Если будет мало, добавить еще и потом уже вскрыть лаком. То есть лучше сначала не досыпать, чем пересыпать. Добавить можно в любой момент.
Ну, носим уже кому как удобно, кому чем удобно. Сразу на мокрую краску, чтобы блестки уже схватались. То есть вот главное, чтобы не было таких больших пятен, как вот только что получилось, сорвалось большое количество блесток. И стараемся равномерно для себя нанести. Можно и больше цветов выбрать, можно меньше цветов. То есть таким образом добиваемся такого недорогого спиралика на краске. Так как у нас два цвета, поэтому немного первого цвета нанесли блесток и берем второй цвет. Был перелив, будет играть на солнце и в тени, под разным углом будет виден разный цвет и самой краски, и самих блесток. Особенно это будет видно уже после нанесения лака. Здесь у нас уже кому какая фантазия позволяет, насколько можно и 3 цвета добавить, и 4 цвета, кому как будет лучше, кто как видит для себя диски, в каком цвете, в каком переливе. Опять же, без лака может быть казаться, что небольшое количество блесток, а вот после нанесения лака они будут более блестеть и кажется намного больше, чем вы думали на самом деле. Грубо говоря, с блестками это можно сказать как соль по вкусу, то есть кто сколько любит, столько и сыпет. В принципе, с нанесением блесток мы закончили. Сейчас немного подсохнет слой краски вместе с ними и нанесем уже лак. Слои краски высохли, сейчас наносим уже лак. Вот нам лак проявил, где какое количество блесток, поэтому сейчас можем добавить их еще, если необходимо. В данном случае добавим немного блесток на спицы. По-новому добавили блесток, поэтому сейчас еще разочек пройдемся лаком. Вот лак подсох, видим приливы блесток, но единственное, что на камере не все так показывает, поэтому я добавлю видео, как выглядит диск. Сейчас чуть позже. Сейчас снимаем малярку. Так выглядит теперь диск в целом. Сейчас сравним его со вторым, с третьим и четвертым диском. Приблизительно так у нас получились диски. Это у нас первый диск покрашен с мокрым по мокрому. Максимально хочется показать. Опять же, камера полностью все блестки, все переливы не передает для этого. И второй диск, где мы давали время на просушку каждому слою. И так вот у нас выглядит диск в акриловой краске. И четвертый вариант. Это у нас полка полирована, но скрыта лаком. Ну что, время подводить итоги по сегодняшней покраске дисков. У нас есть первый вариант покраски дисков, как говорилось ранее, это у нас мокрый по мокрому, не давали времени на просушку. Второй вариант диска, где мы давали каждому слою просохнуть. В принципе, особых отличий нету, но есть небольшие перепады в цветности именно на самих спицах. Там, где мокрый по мокрому, получился цвет более темный, более насыщенный. Где мы давали каждому слою время на просушку, получился более светлый, более бледный цвет по сравнению с первым вариантом. И также у нас есть еще один вариант, это также мокрый по мокрому, но здесь уже полка отполирована и скрыта также лаком и с добавлением небольшим тех же блесток, как и на самом центре диска. И есть четвертый вариант для сравнения. Это у нас акриловый баллончик с краской был. То есть обычный, без блесток. То есть для сравнения взять первый диск и второй. То есть по цветности. В конце видео сейчас я добавлю еще видео, как выглядят диски. Максимально точной цвета, можно сказать, цветопередачи, как они переливаются, как они блестят.
Ну а вы можете подписаться на наш канал, поставить лайк. В описании под видео будет ссылка на наш магазин, Инстаграм, Телеграм, Фейсбук. Всем удачи на дорогах и до новых встреч! What's your name? Don't you play this game? You from another land, got you like it's contraband. Tell me what's your name? Don't you play this game? You from another land, got you like it's contraband. She hit me up like what you need. I got houses in the trees. I got shit you never think that people ever really see. Hit me up like what you need. I got houses in the trees. I got shit you never think that people ever really see. Yeah. Now I got hoes. I got 20,000 freaks. Yeah. Making white bitches get rosy in their cheeks. Yeah. I got problems with this condo on the beach. Yeah. Can't rule my shit. I put these bitches on a leash. Yeah. Don't bring no niggas when you step into me.